В 1910 году Карл Фаберже официально получил звание придворного ювелира. Его имя стало олицетворением изящества, красоты и роскоши. Однако путь к славе и признанию был долг и непрост. Карл Фаберже родился 30 мая 1846 года в Санкт-Петербурге в семье ювелира Густава Фаберже, который за 4 года до этого открыл здесь ювелирную мастерскую с магазином на Большой Морской улице, недалеко от Зимнего дворца. Карла крестили в лютеранской церкви Святой Анны. Учился он здесь же, при церкви, в училище Анненшуле. Надо отдать должное отцовской и педагогической дальновидности Густава Фаберже, который отправил своего 14-летнего сына в путешествие по Европе. Знакомство с известными ювелирными коллекциями XVI-XVII веков в Париже, Франкфурте, Дрездене и Флоренции позволило Карлу изучить тонкости ювелирного дела и заложило основы будущего мастерства. Путешествие затянулось на несколько лет. Благодаря полученным урокам он на всю жизнь останется приверженцем классического стиля. В 1864 году, вернувшись в Санкт-Петербург, Фаберже поступает на работу в мастерскую отца. Через 3 года становится купцом второй гильдии. Тогда же он начинает продавать ювелирные изделия кабинету его императорского величества, учреждению, ведавшему личным имуществом русской императорской фамилии. Вскоре отец полностью передает Карлу свое дело. О первых годах его управления предприятием известно мало. Архивные материалы свидетельствуют о том, как с годами росла доля заказов Фаберже для императорского двора. Впервые его имя было упомянуто в документах в связи с продажей в 1874 году 8 колец с бриллиантами на сумму 1657 рублей. А через 11 лет кабинету было продано вещей уже на 47 249 рублей. Важную роль в карьере Фаберже сыграла его работа в Эрмитаже в качестве реставратора и оценщика. Как он попал в музей, неизвестно. По словам директора императорского Эрмитажа Васильчикова, его, вероятно, пригласили сперва раз, потом 2, и, наконец, все служащие настолько к нему привыкли, что он 15 лет считался своим, а весь музей был ему многим и многим обязан. В рапортах отмечались образованность и невероятная скромность Фаберже, который долгие годы безвозмездно трудился на пользу музея. 15 лет работы при дворе стали для ювелира великолепной школой. Он получил доступ в галерею драгоценностей, где мог видеть работы своих предшественников. Фигурки из мастерской Мельхиора Динглингера, драгоценные букеты Иеремии Пазье, табакерки, созданные талантливыми европейскими и петербургскими ювелирами XVIII века. У мастеров прошлого были заимствованы многие технические и художественные приемы, в том числе техника эмали по гильяшированному, то есть гравированному фону, которая впоследствии станет отличительным знаком изделий фирмы Фаберже. Ювелир участвовал в реставрации греческого золота из раскопок русских археологических экспедиций в Крыму. Творения греческих мастеров стали источником вдохновения для работы, принесшей Карлу Фаберже первый серьезный успех и первые награды. Фаберже представил копии украшений в 1882 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве. За работу был удостоен золотой медали. Современники восприняли мастера как открывателя новой эпохи в ювелирном деле. Журнал «Нива» писал: «Работа отличается такой тонкостью, что ее надо рассматривать в лупу, и тогда только выступают все ее достоинства».
Коллекция возбудила общее внимание и удостоилась похвалы их величеств. Государыня осчастливила Фаберже покупкою у него пары запонок с изображением цикад. Московская выставка открыла собой лучшее десятилетие фирмы. С тех пор Фаберже был неразрывно связан с Зимним дворцом и Эрмитажем, приобретя искренних почитателей своего искусства в лице императорской семьи и высшей знати. 1 мая 1885 года он получает звание поставщика Его Императорского Величества с правом иметь на вывеске императорский герб. Благодаря трудолюбию и поразительной энергии Карла Густавовича фирма стала крупнейшим ювелирным предприятием в России. К работе привлекались высококлассные мастера – ювелиры, камнерезы, эмальеры, серебряники. Эрик Колин, Михаил Перхин, Генрик Викстрем, Юлий Рапопорт, Август Хольмстрем, Виктор Арне и многие другие. Основное ювелирное производство, магазин, контора, а также квартира самого Карла Фаберже размещались по адресу Большая Морская, 24. Здесь исполнялись наиболее сложные и престижные заказы высочайших особ, часто лично посещавших магазин фирмы. Позже успех позволит Фаберже расширить производство. Будут учреждены филиалы фирмы в Лондоне, Одессе, Киеве и Москве. За время существования фирмой будет продано свыше 200 тысяч изделий. Самые значительные работы Фаберже были связаны с Россией и царским двором. По особым высочайше одобренным рисункам и проектам выполнялись роскошные ожерелья из жемчуга и бриллиантов и дорогие серебряные сервизы. Ни одно важное событие не обходилось без заказов на изготовление подарков для членов царской семьи либо дипломатических подарков для государственных визитов. Настольных часов, традиционных ковшей, кружек и кубков, роскошных ваз в серебряных оправах, а также нарядных настольных рамок для фотографических портретов членов царской семьи. В большом количестве создавались памятные подарки для рядовых участников празднеств и приемов императорского дома – значки, медали, подарочные броши и кулоны. Самым грандиозным проектом Фаберже стала серия пасхальных яиц, выполнявшаяся для Александра III и Николая II. Ювелирные изделия преподносились в качестве пасхального подарка супругам императоров. Пасха, главный праздник русского православия, приобрела на рубеже XIX-XX веков важное значение как в русской художественной культуре в целом, так и в творчестве Фаберже. В 1885 году ювелир получил заказ от Александра III на первое пасхальное яйцо с сюрпризом внутри. Император лично участвовал в разработке проекта подарка для супруги. Условий для создания пасхальных подарков было 3: яйцеобразная форма, сюрприз и отсутствие повторений. Сюрприз чаще всего был связан с тем или иным событием в жизни царской семьи – рождением, годовщиной, совершеннолетием, коронацией. Зачастую он сохранялся в секрете даже от самого императора. Коронационное яйцо – одно из самых известных и прославленных творений Фаберже. Оно было посвящено торжествам, связанным с венчанием на царство Николая II и его супруги. 9 мая 1896 года императорская чета торжественно въехала в Москву. 6-километровую парадную процессию замыкала позолоченная карета молодой императрицы, созданная еще в 1793 году знаменитым придворным мастером Букендалем для императрицы Екатерины II и использовавшаяся на последующих коронациях. Миниатюрная, абсолютно точная копия этой кареты стала сюрпризом,
традиционного пасхального подарка работы Фаберже, поднесенного императором Николаем II супруге на Пасху 1897 года. Уникальную модель создал молодой мастер Штейн, во всех деталях повторивший конструктивные части экипажа. Над созданием кареты он трудился в течение 15 месяцев, по 16 часов в сутки. Не было предмета, который бы показался мастерам Фаберже невозможным для миниатюрного воспроизведения в качестве сюрприза. Одним из таких прототипов были знаменитые часы «Павлин» работы английского мастера XVIII века Джеймса Кокса. В 1897 году Фаберже запрашивает в Министерстве двора разрешение исследовать механизм часов, приводящий в движение фигуры. Позже фирма выполнила несколько пасхальных яиц, в которых фигурка петуха явно была навеяна подобной фигурой в часах. Одно из них в собрании Государственного Эрмитажа. Наряду с созданием истинных шедевров ювелирного искусства Фаберже наладил выпуск и более скромной ювелирной продукции, рассчитанной на широкого потребителя. В больших количествах производили посуду и столовое серебро, галантерею и ювелирные украшения стоимостью от нескольких рублей до сотен тысяч. Изысканные вещицы, окружающие человека в повседневной жизни, превосходили друг друга своей изобретательностью. Табакерки, портсигары, рамки для фотографий, настольные часы и звонки, письменные приборы и дамские безделушки, выполненные из золота и серебра, украшенные драгоценными камнями и эмалью. Наивысшую похвалу со стороны конкурентов Фаберже принесло воссоздание и совершенствование сложной техники прозрачной эмали, положенной на механически обработанную основу. Он смело брался за создание эмали неподражаемых и рискованных тонов, тона желтых примул, лилово-сливового, розово-семужного, лилово-зеленого или голубого-прусского тона. Всего более сотни цветов и оттенков. Солнечные лучи, волны или муаровый узор, выгравированные на металлической основе, придавали жизнь плоским поверхностям. Позже фирма начала производство изысканных миниатюр из камня и драгоценных металлов, каменных цветов, фигурок людей, зверей и птиц, миниатюрных витринок, роялей и портшезов. При создании изделий использовались удивительной красоты самоцветы Сибири, Урала, Кавказа. Поделочные камни фирма заказывала на Екатеринбургской гранильной фабрике, мастера которой создавали вазы и торшеры для убранства залов Зимнего дворца и Эрмитажа. Многие из фигурок животных были вдохновлены японскими нецке. Компактные формы и естественная легкость их исполнения из дерева и слоновой кости привлекали ювелира. Его животные живы и юмористичны, а иногда даже карикатурны. В петербургском свете их иногда преподносили с намеком на внешность или черты характера получателя подарка. Цены на фигурки варьировались. Так, в записной книжке императрицы Марии Федоровны значились поросенок за 100 рублей и свинка за 125. Изысканные композиции из цветов в миниатюрных вазочках также ведут свое происхождение от восточных оригиналов. В данном случае предметом вдохновения послужил букет хризантем работы китайских камнерезов, отданный в починку в мастерскую Фаберже. Выполняя цветы из золота, драгоценных и полудрагоценных камней, мастера достигали максимального приближения к природе. Гранильщики искусно обрабатывали куски горного хрусталя, создавая впечатление, что вазы наполнены водой. Хрупкие цветы и фигурки животных особенно были популярны у английских монархов. Одним из самых известных собраний такого рода вещей владела английская королева Александра. Благодаря новаторству Фаберже легко опережал конкурентов. В конце каждого года все непроданные вещи отправлялись в переплавку. Высокое качество исполнения было одним из основных требований, предъявляемых к мастерам фирмы.
Любая вещь, не соответствующая жестким стандартам совершенства, уничтожалась. Меня мало интересует дорогая вещь, если ее цена только в том, что насажено много бриллиантов или жемчугов. Это кредо отличало Фаберже от конкурентов. Он стремился превратить ювелирное изделие в предмет подлинного искусства, ценность которого превышает стоимость вложенных в него драгоценных материалов. Начало нового 20-го столетия было ознаменовано грандиозным событием — Всемирной выставкой 1900 года в Париже, собранием последних достижений науки, техники и культуры. За год до ее открытия Карл Густавович просит высочайшего соизволения для создания точной копии в уменьшенном виде императорских корон и регалий. Ответ на докладную записку был короток и ясен. Высочайше разрешено, но не для продажи. Такой ответ подчеркивал как доверие двора, так и чрезвычайную значимость подобного разрешения, поскольку речь шла об одном из главных символов императорского дома Романовых. Большая императорская корона была создана для Екатерины II по эскизу придворного ювелира Иеремии Пазье. Именно она использовалась во время коронации всех последующих монархов, включая последнего русского императора Николая II. Через год миниатюрная копия корон и регалий, выполненная в 10-кратном уменьшении от оригинала, была готова. В большой короне насчитывается 1083 бриллианта и 245 алмазов, ограненных розой. В малой — 180 бриллиантов и 1204 розы. В державе 65 бриллиантов и 654 розы. В скипетре 1 бриллиант и 125 роз. Огромное количество камней необходимо было закрепить так, чтобы вся конструкция держалась. Оригинальному замыслу соответствовала превосходная техника исполнения. Над созданием шедевра трудились два мастера. Регалии были выполнены в мастерской Августа Хольмстрема, а серебряные основания и украшения колонны из кварцита — творение Юлия Рапопорта. Фаберже был приглашен на выставку в качестве члена жюри и участвовать в конкурсе не мог. Выставленные вне конкурса ювелирные изделия имели ошеломляющий успех. Жюри восхищалось. Эти вещи находятся на пределе совершенства, там, где ювелирное изделие превращается в произведение искусства. Карл Густавович был награжден золотой медалью и орденом почетного легиона, признан одним из лучших мастеров мира. В целом, российская экспозиция получила 1500 наград, что стало настоящим триумфом. Копия регалий сразу после выставки была приобретена кабинетом Его Императорского Величества и с тех пор хранится в Эрмитаже. Участие в Парижской выставке положило начало международной славе Фаберже. В клиентах фирмы числились почти все династии монархов Европы и Азии, правители Великобритании, Австро-Венгрии, Греции, Болгарии, Германии, Дании, Швеции, Норвегии, Сиама, представители европейской аристократии и высшего общества Америки. Обладать изделиями, носящими клеймо Фаберже, стало престижно. В 1902 году Фаберже удостаивается особой чести — первой и единственной в России той поры персональной выставки ювелира. Она состоялась во дворце барона фон Дервиза на английской набережной под патронатом императрицы Александры Федоровны. Художественные произведения фирмы Фаберже из коллекции высочайших особ и частных лиц выставлялись наряду со старинными табакерками и миниатюрами. В витринах были представлены лучшие вещи из созданных фирмой в течение почти 35 лет. Ажиотаж был необыкновенный. На следующий день после открытия выставки было собрано 3000 рублей входной платы, в то время как стоимость билета составляла лишь 1 рубль 10 копеек. С большими трудностями Карл Фаберже столкнулся во время Первой мировой войны.
Многих его мастеров, включая самых лучших, взяли на военную службу и на казенные заводы. Фирма продолжала производить свой обычный ассортимент, в то же время работая на оборону. Был налажен выпуск наград для офицеров и солдат, изделий с символами Красного Креста, медной продукции с военной символикой, гранат и снарядов для пушек. Переломное революционное время оказалось безжалостным к ювелиру. После Октябрьского переворота фирма прекратила свою деятельность. Фабрики и магазины Фаберже были национализированы, а вместе с ними и практически все запасы драгоценных металлов, камней и готовых изделий, за которые владельцам не было выплачено никакой компенсации. Карл Густавович покинул родину в 1918 году под видом курьера. Так и не оправившись после потрясших его революционных событий, через 2 года он скончался в Лозанне. Карл Фаберже вошел в историю искусства как создатель собственного стиля, который так и называется — стиль Фаберже. Элегантность, неизменно оригинальный остроумный замысел, удивительное чувство материала и высочайший класс ювелирного мастерства — таким был этот стиль, ставший предметом восхищения и подражания, но так никем и не превзойденный.